Привет, это Олег, а это моя жена Таня и наш сын Эван. Ах да, он у нас аргентинец. Как мы здесь оказались, почему Аргентина, об этом и многом другом мы расскажем в нашем блоге. Садись поудобнее и не суди строго. Мы начинаем. Hola amigos, ¿cómo estás? Итак, мы снимаем наш первый влог, гуляя по берегу Атлантического океана. Изначально планировали поездку в Мар-дель-Плато, это самый известный курортный город Аргентина. Но туда билеты были только через 3 недели. Мы их взяли, но большое желание поехать, крутая погода. Сделали свое, и мы здесь, в Вижи-Писель. Он менее популярен, чем те же самые Пинамар и Карила. Про последний мы, кстати, поговорим чуть позже. Но мы ни капли не прогадали. Даже прошерстили местные сайты по типу ЦИАНа, чтобы здесь пожить, возможно, летом некоторое время. Будем рассказывать, как здесь. Круто. Итак, мы начинаем. Взяли мы в аренду автомобиль Toyota Etios. Пока у нас бензина не хватает, сейчас еще заедем на заправку. Вот такая машина, ручная коробка. Вот мы. Ой, вот наш маленький путешественник. Путешественник, ты готов? Всегда готов. Давай, Симона. Я тоже готов? Go. Тут такая фишка, еще на заправках ты сразу платишь заправщику. Говоришь ему, сколько нужно. Он, соответственно, тебя заправляет, и ты даешь ему наличкой. Это очень удобно. И после того, как это работает, он его заправил. Вот сейчас закроет бак. И по идее он должен получить кэш от водителя. Или карту. Полный бак бензина нам обошелся в 7200 песо. За поездку мы заправились дважды. Бензин, в зависимости от марки заправки, может называться по-разному. Рассказываем об этом в комментариях. Combustible премиум. No gasolina. Gasolina? Да? Блин, газолин это не газ. Буэнос-Айреса до точки назначения 370 километров. Мы выбрали маршрут с платными дорогами, ибо он был на час быстрее, и оплачивали на контрольных пунктах наличными. Стоимость в оба конца нам обошлась в 3000 песо. Дом арендовали на Airbnb. Несмотря на то, что сейчас в Аргентине зима и не сезон, вариантов было не так много. Заселяемся в такое вот прекрасное местечко с желтым чемоданчиком. На территории с нами по соседству находилась еще парочка домов, а много зелени добавляли невероятный уют этому месту. Поселились мы на 2-м этаже этого прекрасного домика. На территории есть мангальная зона со всем необходимым для приготовления стейков. Мясо же рекомендуем покупать в большом коте на въезде. А сейчас мини-рум-тур по нашему уютному домику. Далее мы отправились в Карило. Это прекрасное место на берегу океана с сосновыми лесами. Они создают невероятную атмосферу уединения с природой. До недавних пор правительство запрещало сюда въезд, но сейчас въезд открыт, но, как мы видим, только для элиты, и стоит все очень дорого. Можно даже увидеть бутики здесь. Элита, которая тут. Уточнили у местных, почему так много машин сейчас. Оказывается, что у школьников начались каникулы, и, похоже, вся элита собралась здесь для отдыха, чтобы порадовать своих мелких. Ты порадовал своего мелкого? Я очень радуюсь за своего мелкого. Гуляем по улочкам Карила.
похоже на наш райончик, где мы сняли жилье, но выглядит, конечно, гораздо более дорого-богато. Далее мы покажем, как выглядят улицы, какие необычные и очень разные дома по архитектуре, по дизайну, по стилю. Совершенно разные, не похожие друг на друга. Каждый включал свою фантазию как мог. И побогаче. Да, ищем другое место, где дороже и побогаче, чтобы слова соответствовали действительности. Спасибо большое. Тут я решила взять интервью у случайного прохожего и узнала много нового об этом месте. Сейчас мы гуляем по улочкам Карилла. Все домики в таком индивидуальном стиле, очень красивые, необычные, прям из американских фильмов. Даже выглядят. И все это искусственное насаждение. Мы прям очень удивились от такой информации. Все выглядит очень естественно, очень красиво. Спасибо словарю Ожегова за такое. В Карело нет асфальтированных дорог. Все дороги покрыты белым песком, чтобы сохранить чистоту и экологическую целостность города. Рубрика «Красивые места». Слева. Красивые места. Слева. Это первое место, где не боишься доставать телефон и общаться. Не боюсь общаться, везде общаться. Олег, что по ценам? Итак, мы заказали 2 бургера, каждый по 2350 песо, это порядка 450 рублей. К ним прилагается такая картошечка, 4 соуса, выглядит это очень вкусно. Также заказали портер за 800 песо, это около 130 рублей. И кола такая красивенькая за 700 песо, если не ошибаюсь, тоже рублей 120. Посмотрим, как это будет на вкус. Приятного аппетита. Спасибо. Олег, что по ценам? Итак, мы заказали 2 бургера, каждая по 2000. Бургера, каждая бургера. Это волейбольчик играет. Слышим уже звон бьющихся волн. Олег, как тебе идея с коляской идти на пляж? Также Карело является отличным местом для серфинга. Здесь созданы все условия для этого. А сейчас давайте молча насладимся прекрасными видами и звуками океана. На второй день мы решили изучить место, где остановились. Вижу-Хисель. Гуляли по пустынным атмосферным улицам, после чего отправились на главную достопримечательность. Это песчаные пляжи. Центральные улицы города не произвели на нас большого впечатления. Хотя говорят, что здесь достаточно много мест, где можно вкусно покушать или же выпить чашечку кофе. В туристический сезон пляж делится на зоны для семейного отдыха, для занятия спортом. Также есть нудистский пляж. Очень необычно, очень классно рождение, конечно. Масштабно, прикольно. Рубрика «Красивые места». Эван. Красивые места. Эван. Олег очень хотел искупаться, но мы приняли решение перенести это на лето. Отсутствие людей добавляло некую интимность этой встречи с океаном, которая была прекрасным завершением нашей поездки. Это было наше первое путешествие по Аргентине, и оно однозначно не последнее. Ну а ты оставайся с нами на связи, обязательно подписывайся, жми на колокольчик. Но если все понравилось, ставь лайк. Пока-пока.